Франшиза Соника за свое долгое существование притаила в себе множество тайн и загадок, и чтобы разобраться в большом объеме информации, многие фанаты делают видео с теориями и разборами тем разной степени известности. Больше всего меня вдохновила идея создания айсберга, потому что чем глубже мы заглянем под воду, тем больше странных фактов и теорий узнаем. Я была готова к тому, что по теме, как у данного видео, уже делали нечто похожее, но я никак не ожидала увидеть то, что айсберга по музыкальным тайнам в Сонике вообще не существует. И поэтому данное видео – это в первую очередь уникальный контент, который еще никто не делал прежде. Всем привет, Грибуля здесь, и это мой собственный айсберг о вырезанном контенте, теориях и странностях, которые есть в музыке про ежа Соника. Как и бывает в подобных видео, мы начнем с самого верха, где находится общеизвестная информация, а затем станем продвигаться глубже, где нас ожидают тайны темных вод. И чем дальше мы будем погружаться, тем более редкая информация нам будет открываться. Раскрывать тайны всегда волнительно и интересно, поэтому давайте начнем наше приключение и нырнем настолько глубоко, насколько это возможно. Саундтрек Sonic 3. Не обязательно быть соникофаном, чтобы знать, что Майкл Джексон писал музыку для игры Sonic 3, но сколько именно было написано треков и их демо-версий, не знают до сих пор. Как не знают и то, почему музыка из оригинальной версии на Mega Drive то появляется, то исчезает в переизданиях игры Sonic 3. Действуют ли на музыку авторские права и сколько всего треков было написано командой Майкла Джексона, на этот вопрос еще предстоит ответить. На моем канале есть видео, где я подробно разбираю создание саундтрека Sonic 3, и поэтому рекомендую вам его посмотреть. Там я углубилась в тему и попыталась осветить ее с другой стороны, которая в интернете не обсуждается. Американский саундтрек Sonic CD. 90-е и нулевые годы в США проходили под эгидой цензурирования всего, что не было похоже на их привычный образ жизни. Особенно это касалось игр и аниме. Как только американское подразделение Sega узнало о саундтреке предстоящей игры о Сонике, то было принято решение полностью перезаписать все эти фанки-битс и хаус-мьюзик, которыми пестрил японский саундтрек. Не последнюю роль здесь сыграл Соник Сатам, и было решено написать ОСТ, похожий по звучанию с тем, который присутствовал в мультике. Sega of America приняла это решение довольно поздно, из-за чего Спенсеру Нильсону, автору американского саундтрека, пришлось сочинять музыку в самые короткие сроки. Итогом этой переделки стали треки с уклоном в рок и заигрывание живыми инструментами. Также в мелодиях вы можете услышать женский вокал, и, как говорил сам Спенсер Нильсон, он добавил его не просто так, а потому что знал, что в игре будет новый женский персонаж Эми Роуз. И таким образом, с помощью вокала, он пытался создать ее присутствие. Темы для прошлого времени не были созданы по причине того, что их замена была труднее, и пришлось бы заниматься дополнительным программированием, а на это у американского подразделения уже не было времени. Несмотря на такое элегантное цензурирование музыки, каждый саундтрек, будь то японский или американский, имеет свой характер и создает интересное разнообразие и возможность получать от игры разное по чувствам ощущения. Кстати, знаете ли вы еще игры, которым меняли саундтрек для определенного региона? Напишите в комментарии. Удаленные песни из Shadow the Hedgehog. Саундтрек Shadow the Hedgehog очень запоминающийся музыкальный проект во франшизе Соника, потому что он не вписывается в представление общества о том, как должна звучать музыка в играх о Синем Ежике и его спин-оффах. Согласитесь, мало кто из обычных людей ожидает узнать, что музыка с говорящим названием Almost Dead появляется в игре про черного двойника Суперсоника ежа Shadow. И когда речь заходит о музыке из этой игры, многие невольно вспоминают, какие изменения она претерпела. Однажды на сайте Shadow of a Hedgehog появилось интервью с музыкантом группы Mona Lisa Overdrive. Это был Дэнни Паркер, и он принимал участие в создании трека Chosen One. Музыкант также рассказал, что изначально для игры планировалась совсем другая песня. Когда Sega искала музыку для игры, Дэнни работал в двух группах – Mona Lisa Overdrive, которая уже упоминалась, и Sins of a Divine Mother.
И на вторую группу обратил внимание композитор Sega Джун Синоэ. Он хотел использовать трек Broken, потому что текст песни дополнял происходящее в игре. Sins of a Divine Mother была готова к сотрудничеству, но никак не могла получить разрешение от своего собственного вокалиста Уайли Бихлера, потому что он попросту пропал. Но упускать сделку с Сегой остальные музыканты не захотели, и Дэнни предложила альтернативу. Вторая группа, в которой он находился, Mona Lisa Overdrive, напишет песню, похожую по смыслу на Broken, и тем самым все останутся довольными. А песня Broken навсегда уйдет в историю, но станет особенной для фанатов Shadow. Вы можете задаться вопросом, что же произошло с вокалистом Уайли Бихлером на самом деле и почему он исчез? Ответ на этот вопрос окажется весьма простым. С 90-х годов Уайли неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и то, что он пропал в самый нужный для группы момент, означает лишь то, что он скрывался от правосудия. Существует теория, что песня Broken — это не единственный трек Sins of a Divine Mother, который мог бы появиться в игре. Песня All of Me также причисляется к невошедшему материалу. Если посмотреть текст песни, то он отлично дополняет саму игру и как будто пересказывает ее события. Но здесь также можно провести параллели не только с Shadow, но и с тем самым вокалистом Бихлером, который скрывается от людей в форме. Название у трека тоже говорящее. Такое же название трека вы найдете у заглавной темы игры Shadow the Hedgehog, и она называется I Am All of Me. Черпал ли вдохновение Джун Синоэ от группы Sins of a Divine Mother или тоже хотел включить этот трек в игру, мы можем никогда и не узнать. Но зато мы можем все это послушать и перейти к еще одной не вошедшей в игру песне. Пока Sega ждала разрешения от Sins of a Divine Mother на использование их песен, все, вероятно, немного подзабыли, что хотели использовать музыку от еще одной группы, которая звалась Магнафи. От этого коллектива Sega надеялась получить песню Who I Am. Но из-за нехватки времени компания не смогла нормально договориться с лейблом музыкантов, и опять пришлось придумывать что-то новое, но похожее по смыслу. В итоге Магнафи придумала песню All Hail Shadow и таким образом сохранила свое присутствие в игре, но уже с другой песней. Японская версия песни Vandalize. Vandalize — это трек от группы One Ok Rock, который был написан для Sonic Frontiers и играет в плохой концовке игры. Но у этого трека также есть незацензуренная версия. Для игры переделали некоторые матерные слова, а в японской версии вы все еще можете услышать ругательство. Музыкальная группа Соника. На ранних этапах создания первой игры о Сонике мы знаем, что его хотели сделать членом музыкальной группы, и поэтому можно найти замечательные рисунки, где Соник стоит в окружении своих музыкальных друзей. Манги, приуроченные к выходу первой игры, показали, что Соник поет на сцене. А вы не задумывались, что именно мог петь Соник и его команда? Судя по всему, какой-то рок, но как бы это звучало вживую? В аркадном автомате Sonic Live можно увидеть интерпретацию на эту тему, то там играет не оригинальная музыка, а просто музыка из игры. Еще можно вспомнить, что у Sega была личная музыкальная группа, состоящая из работников, которые придумывали саундтреки к играм. Она называлась Sega Sound Team или кратко SST. Возможно, с нее и пошли референсы про то, что Sonic должен обзавестись музыкальной группой, а может, это просто совпадение. Сэмплы в музыке про Соника.
Сэмплы создаются для того, чтобы облегчить создание музыки и сделать ее более насыщенной в звучании. Композиторы музыки в сониковских играх считали так же, и поэтому нередко прибегали к сэмплированию в своей работе. Первым таким саундтреком стал Sonic CD, в котором использовали тонны сэмплов, которые были популярны в 90-е. 3, 2, 1, kick it. А саундтреком с самым большим содержанием сэмплов поистине остается Sonic Rush и Sonic Rush Adventure. И, конечно же, там не обошлось без странностей. Например, трек под названием Too Black, Too Strong использует в качестве сэмпла голос Малькольма Икса. Этот человек являлся борцом за права афроамериканцев в США, но с очень радикальными идеями. Как такой сэмпл попал в игру, нигде не уточняется, но скорее всего он был в какой-то редкой библиотеке сэмплов, и никто не придал ему должного значения. А вот следующий сэмпл в Sonic Rush Adventure вы могли слышать не только в игре. На уровне Haunted Ship играет достаточно популярная мелодия, которая нередко сэмплировалась в музыке 90-х годов. Это Frankie O Generator Dance to the Rhyme. Согласитесь, что вы уже где-то это слышали. Подобный сэмпл использовался в песне Technotronic Hey Yo, Here We Go. А также просто миксовался в популярной клубной музыке того времени. И раз сэмпл был популярным, то он засветился не только в игре про Соника. Точно такая же мелодия есть в игре Frogger 2 Swampy's Revenge. Вот как один популярный сэмпл проникал куда только можно. А от использования одного сэмпла в Shadow the Hedgehog вы наверняка улыбнетесь, потому что меню игры схоже по звучанию с музыкой из игры Stitch Проект 626. Игры просто поделили один сэмпл на двоих и вряд ли знали, что у них немного похожи треки. За эту новость спасибо постмодерн Сонику. И если искать что-то необычное в сэмплах, то голоса из рекламы Sega Saturn отлично вписались в официальный ремикс Super Sonic Racing в Sonic Generations. Повторное использование музыки. Как вы знаете, одна и та же музыка в игровых сериях может использоваться еще много-много раз. Это могут быть как главные темы персонажей, так и музыка на уровнях. Если вспоминать такие вещи в Сонике, то на ум приходит песня You Can Do Anything. Это опенинг Sonic CD и первое появление этой мелодии в Sonic 2 на Game Gear и Master System. Технически опенинг вышел позже 8-битной версии, и непонятно, изначально это задумывалось как песня или сначала просто было мелодией для Sonic 2. Опенинг можно считать своеобразным гимном классического Соника. Затем он появился как в других играх серии, так и в модерн проектах. А если говорить про неочевидные вещи, связанные с этим опенингом, то стоит заглянуть в альбомы официальных ремиксов Sonic CD. Трек под названием Brand New World был использован в переиздании игры на смартфоны. Дальше мы вспомним про музыку из Sonic 3D Blast. Многие знают, что некоторые треки перенесли в Sonic Adventure. Например, Green Grow Zone оказался в Adventure на уровне Windy Valley.
а опенинг игры и музыка из Panic Puppet оказалась на уровне Twinkle Circuit. Музыка из 3D Blast как с порта Сатурна, так и Mega Drive версии использовалась в саундтреке Sonic Chronicles. Например, Diamond Dust мегадрайвовский играет на уровне Central City. Diamond Dust из Сатурна играет на Blue Ridge Zone. Endless Mine из третьего Соника стала Escape from the City, хотя Джун Синои утверждает, что Endless Mine никакого отношения к побегу из города не имеет. Интересно, почему? В Shadow the Hedgehog использовали видоизмененную музыку из Sonic Adventure 2. Вспоминать Sonic 1 можно не только Green Hill'ом, но и эндингом из версии Sonic 1 на Master System и Game Gear, который обнаружился в весьма неожиданном месте, а именно в Sonic Unleashed на дневном уровне Savannah Citadel. Различия музыки в Sonic House. Если вы играли в Sonic House, то можете знать, что саундтрек версии на Game Gear немного отличается от версии на Master System. И больше всего здесь подходит догадка о том, что треки из версии Master System — это бета-треки, которые не были завершены должным образом, и поэтому звучат слегка проще, чем их коллеги с Game Gear. А у версии Gigalopolis Zone, версии Master System, есть интересная история. Оказалась музыка из этого уровня, и это демо для синтезатора Core M1, которое просто перенесли в игру. Скорее всего, этот трек использовали как заглушку перед тем, как добавить полноценный саундтрек, но что-то пошло не по плану, и музыку для одного порта оставили недоделанной, или просто не заметили, что в итоге осталось в игре. Можно найти подтверждение, что вместо треков использовали треки популярные, чтобы разработчикам было проще ориентироваться в игре, и чтобы это было не так скучно. Например, в одной из бета-версий игры на локации Sleeping Egg можно услышать музыку от группы The System I'm About You. Таким образом, разная музыка в порте на Master System — это просто ошибка, скорее всего, ее даже не заметили. Странные официальные ремиксы. Иногда Sega делает ремиксы на мелодии из своих игр. Какие-то из них все знают очень хорошо, а какие-то получили не слишком много признания, и узнать о них можно, специально выискивая информацию. Есть один интересный ремикс, который связан с опенингом из игры Sonic CD. Его нельзя услышать в играх про Соника, но можно услышать в одной из игр от Sega. Это Room Mania номер 203. В квартире, где будет происходить геймплей, есть радио и станция под названием Radio DC, то есть Radio Dreamcast. Там играют ремиксы из игр Sega, и можно услышать ремикс на You Can Do Anything.
Ремикс интересен тем, что в нем можно услышать ранний вокал Кейко Утоку и как она старается петь. В сборнике Sonic Gems Collection есть очень интересный ремикс, а точнее зловещая версия Can You Feel the Sunshine. Под нее вызывать Tails Dolla будет куда проще. Еще об одном занимательном альбоме с официальными ремиксами напомнил Дэн Вольт. Это альбом с несколькими ремиксами песни Work It Out из Sonic Air. Согласитесь, никто бы не догадался, что она из Соника, если бы подобная музыка звучала в какой-нибудь кафешке. Ранг И в Sonic Unleashed. Чтобы вы чувствовали себя максимально уныло из-за того, что прошли уровень на самую низкую оценку в Sonic Unleashed, музыка вам об этом обязательно даст знать, и с помощью нее на вас как бы навешивают вину за то, что вы негодяй и умудрились плохо пробежать уровень. Соник. Выступление в Сиднее. Это музыкальные постановки с куклами, которые проходили в Sega Park Сидней. Некоторое время запись этих постановок считалась утерянной, но в интернете нашелся диск с записями песен, и вы спокойно можете послушать, как происходили эти музыкальные перформансы. I'm the dude with the attitude. My shiny blue quills and power red shoes. Those badnik ways are not for me. Gonna catch Robotnik and bring him to his knees. Ранняя версия Open Your Heart. Перед тем, как нашелся Джонни Джаэля для исполнения оригинальной версии, вместо него за главную тему для игры сначала спел Эйза Сакамото из группы Animetal. Его версия песни засветилась на презентации Sonic Adventure и больше нигде не появлялась. Вы можете сказать, что песня в исполнении Эйза звучит странно. Вокалисту банально трудно петь по-английски, и поэтому все превращается в ингриш. Но одну штуку Эйза подметил верно. В тексте песни повествование ведется как бы от двух сторон, добра и зла, и, возможно, это Эйза хотел подчеркнуть, изменяя свой голос. В оригинальной версии вы такого не услышите. Хацуне Мику. Sega делала ритм игры про Мику и ее друзей, которые называются Project Diva. И Sega, конечно же, не могла не сделать отсылку на своего колючего маскота. Так в репертуаре Хацуне Мику появилась тема игры Sonic Adventure 2 Live and Learn. M-Flow Tripod Baby. M-Flow — это японская группа, играющая в жанре поп и хип-хоп, и однажды у них состоялся коллаб не с кем-нибудь, а с самим Shadow. Один из участников группы, Таку Такахаши, был очень рад этому коллабу, потому что любил видеоигры и мимо такой возможности пройти не смог.
У группы была фотосессия с ростовой куклой Shadow, где они позируют с пушками, реклама на ТВ и клип, где Shadow замечает группу, танцует под их музыку, а в конце смотрит, как группа попала в ловушку и ухмыляется с недобрым взглядом. Почему был создан такой странный коллаб? Потому что подобный коллаб уже происходил в прошлом, с самой первой игрой по Сонику. В те времена Sega раскручивала Соника с группой Dreams Come True, но когда появился Sonic Shadow, то Sega решила взяться за старое и выбрала популярную группу M-Flow. Наверное, такая реклама должна была привлечь внимание обычных людей к игре, потому что M-Flow пользовалась огромной популярностью в Японии. Кстати, альбом, в котором вышла эта песня, занял первое место в чарте Японии за 2005 год. Mad Space. Если вы прислушаетесь к альбомной версии уровня Mad Space из Sonic Adventure 2, то можете услышать, как в самом конце трека кто-то начинает смеяться. Очевидно, студийная запись не была подрезана должным образом, и в конце остался подобный смешок. Было ли это сделано намеренно или кто-то просто не заметил, непонятно. Зато помимо смеха, у этой замечательной музыки есть самое странное название, которое бывало в сониковском саундтреке. И название вот какое: 34 градуса северной широты, 12 градусов восточной долготы. Да, координаты — это название. Если очень сильно захотеть, то можно пробить координаты, но интересного там не окажется, и это будет просто точка посреди Средиземного моря. Неиспользованная музыка в Sonic Mega Collection. Mega Collection — это сборник старых сониковских игр, и в файлах этого сборника есть трек, про который думали, что он как-то к Сонику относится. Как позже выяснилось, это была музыка из видео, демонстрирующая возможности кодека Softdeck и никакого отношения к Сонику не имеет. В сборнике Mega Collection Plus также нашлась неиспользованная музыка, которая, возможно, должна была играть в титрах. Ранняя версия Super Sonic Racing. Засветился в японской рекламе Sonic R. Звучит очень соблазнительно по сравнению с оригиналом. Неиспользованная музыка в Sonic 3D Blast. Не вошедшая в игру музыка для бонусного уровня в итоге появилась в Twinkle Park Sonic Adventure. А неиспользованная тема босса появилась в Sonic 4 эпизод 1. Саундтрек Sonic 3D Blast Saturn версия. Sonic 3D Blast имеет два саундтрека из-за того, что игра выходила на разных консолях – Мегадрайве и Сатурне. И ОС на Сатурне отличается одной интересной особенностью, а именно тем, что музыка для уровней – это по сути одна и та же мелодия, но звучащая немного по-разному. То есть каждый раз, когда вы слушаете музыку из версии на Сатурн, то вы слушаете ремиксы на заглавную мелодию игры, которая называется You're My Hero. Один лейтмотив был использован для всего саундтрека в Сатурн версии. Бета-версия Leaf Forest. Впервые данная музыка засветилась в Sonic Mega Collection. В сборнике был трейлер, показывающий, когда выйдет новая игра Sonic Advance 2. И когда игра вышла, музыку, которая играла в трейлере, так в игре и не нашли.
Есть предположение, что эта музыка не предназначалась для уровня Leaf Forest и была написана только для трейлера, но знают ее под именем именно Leaf Forest. Этот слой я хочу полностью посвятить заимствованиям. Давайте сначала посмотрим примеры, как популярная музыка добавлялась в игровую. Начнем с самой первой части игры про Соника, и здесь у нас будет несколько совпадений. Мелодия из Marble Zone своим началом похожа на песню Энди Уильямса «Music to Watch Girls By». Starlight Zone похожа на Bobby Caldwell «Love Won't Wait». Музыка из Final Zone похожа на трек группы Duran Duran Planet Earth. В версии на Game Gear и Master System мелодия из Bridge Zone похожа на Janet Jackson Together Again. Но это половина истины. На самом деле оба трека отсылают нас к Earl Klugh Moonlight Dancing, и эта музыка считается оригиналом. Во втором Сонике можно найти сходство с Chemical Plant Zone и песней Принца Glam Slam. Версия второй части на Game Gear тоже не осталась в стороне. Здесь можно обнаружить заимствование группы 808 State. Притаилась похожая мелодия в мелодии босса, а оригинал у 808 State называется Кубик. Дальше идет Sonic CD и еще больше заимствований. Мелодия Shack Attack Walk the Walk является основой мелодии Stardust Speedway. Metallic Madness в настоящем времени опять же напоминает кубик от 808 State. Трек Pacific State немного видоизменили, и похожая мелодия вновь заиграла в официальном ремиксе, который называется Sonic Stream. Музыка из выбора персонажей Sonic House похожа на 808 State Lift. В Sonic Schoolhouse тоже нашлась одна примечательная мелодия, которую позаимствовали из игры Incredible Matching. В Sonic Adventure 2 на уровне Cosmic Wall играет мелодия, которая очень похожа на Firewoman от группы The Cult. Спасибо Георгию Казанбе за эту новость. В
Sonic 06 есть музыка, которую вы можете услышать на 4-й городской миссии, и для тех, кто играл во второго Мегамена, мелодия может показаться знакомой. Дело в том, что в теме Флэшмана есть похожий мотив, который есть и в Sonic 06. Но, скорее всего, у двух этих треков просто был одинаковый исходник, и называлась эта песня I'm a Man от группы Spencer Davis. Westbam Wizards of the Sonic. Это трек в стиле техно, который является ремиксом на тему доктора Эггмана из второго Соника. У трека даже есть клип, который к Сонику никак не относится. Забавно читать комментарии под этой композицией, потому что большинство людей, кто просто тащился от техно и рейв-музыки в 90-х годах, даже не подозревали, откуда растут корни, и стали подозревать только тогда, когда их дети начали говорить, что это музыка из игры про Соника. Jump Boy — это Java-игра, выходившая на мобильниках фирмы Samsung, и для нее решили не заморачиваться с музыкой, а просто вставили мелодию из Chemical Plant. И немного мякотки под конец. Прослушивая Sins of a Divine Mother All of Me, я вдруг вспомнила одну песню. Наверное, вы ее тоже хорошо знаете, так как раньше ее можно было услышать почти везде. Это была только первая часть айсберга, и значит в следующем выпуске нас ждет еще более обскурная информация. Предлагайте свои идеи для следующего выпуска, и я обязательно покажу ваш комментарий в видео. А чтобы ожидание от следующего выпуска было не таким долгим, то приходите ко мне на стримы и заглядывайте в телеграм-канал. Ссылка, как всегда, будет в описании. Спасибо за просмотр, надеюсь, вы узнали для себя что-то новое и интересное. Приготовьтесь, ведь в следующем выпуске вы будете первыми, кто узнает информацию, о которой никто в интернете еще не рассказывал. А я не прощаюсь, а просто остаюсь на связи. Друзья, до новых интересных встреч! И помните, что Грибуля здесь.